Она хочет согреть тебя в постели. Кто же это, ребятушки? Ох, сегодня будет жаркий расклад. Ох, я чувствую уже. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Немножко пошалим. Вы давно у меня просили, да, такие расклады? Ну, давайте. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Ох, какой вы силач. Вот каждый из вас, кто меня смотрит, каждый по-своему. Кто-то физически сильный, кто-то и физически, и морально. Вы выносливый. Хотя в вашей жизни, вот была такая ситуация, может быть, даже не одна, когда, ну, в прямом смысле слова, ну, просто жить не хотелось, да, грубо говоря. Настолько было отчаяние, настолько было плохо. С чем это было связано? Ну, с любовью. Кубки наши, кто знает Таро, это все про любовь. Это была такая ситуация, я не хочу сильно влезать, да, не хочу раны бередить, но это было связано с любовными переживаниями. Сюда можно отнести просто разрыв с женщиной в отношениях, сюда можно отнести развод с любимой женой, да, причем вы могли расходиться, еще любя свою женщину. То есть вам было так тяжело и больно, что не хотелось никого, ничего, и, как я уже сказала, полный ступор, полная апатия. А вы ведь романтик, да? Вот вам любовь нужна, ну просто, я не знаю, как глоток воздуха. Она вам жизненно необходима. Вы не можете без любви. Вы вот сейчас, я вижу, многие холостяки меня смотрят, да? Вы вроде бы привыкли жить, вроде бы, да, ну ничего страшного, да, люди сами живут, но вот что-то не то. Вот есть такие некие ощущения, что как-то некомфортно, не хватает человечка, которого можно обнять, поцеловать, потискать, да. Не хватает человечка, которому можно домой бежать, да, либо там, я не знаю, кофе в постель приносить, еще что-то, да. Ну, то есть у вас есть такая вот доля романтики, которая у вас уже ищет выхода. Вам хочется на кого-то излить эту романтику, эту нежность, эту заботу, но пока вот рядышком я не вижу возле вас такой женщины, на которую бы вы могли просто вот лавину своей любви сбросить. Ну, если это можно так назвать. Да, сбросить как-то не очень хорошо звучит. Ну, может, подскажите мне, каким словом можно назвать. То есть извергается вот эта лавина нежности, да, вулкан у нас обычно извергается, поэтому и любовь у вас и могла бы на кого-то извергаться, да, но не то, что вы подумали, не только то извергается, но еще и любовь. Поэтому, мои дорогие, есть такое не очень комфортное ощущение. Давайте-ка сделаем маленький опрос. Вот реально вы чувствуете по себе, пишите все обязательно, только честно пишите. У вас поднакопилось вот в душе, внутри вас, да, вот ваши ощущения. Накопилась любовь, накопилась вот какая-то заботливость, да, вот то, что я говорила, что хочется вот подарить это все, извергнуть эту лаву чувств, любви и ощущений. Ну и, конечно же, Бобик тоже иногда может извергать эту лаву. Правда, ребят? Об этом мы еще поговорим. Я сегодня что-то вообще разошлась. Вы человек, ведь страстная натура, и многие из вас очень тяжело переносят одиночество еще в интимном плане. Ребят, ну смотрите, ну туз кубков, ну вас просто, вы захлебываетесь в этих ощущениях. И, кстати, у кого-то, может быть, даже проигрывается, что реально ваш Бобик захлебывается, потому что, ну, хочется, да, хочется как-то, как же это культурно сказать, ну, разрядки какой-то, да, потому что, когда Бобик ручной, это все хорошо, но хочется Бобику, чтобы кто-то его приласкал, и тогда уже разрядиться, правда? Боже, я сама в шоке от себя сегодня. Это капец. Главное, что трезвая, ребят. Далее, что я могу еще сказать?
Есть среди вас те, кто имеет, может быть, ну, такую подружку, да, вот если мы заговорили уже об интимной жизни, есть среди вас те, которые имеют, ну, это даже не отношения, это может, ну, я не знаю, это и не девочка по вызову, но это дружеский кекс, как я называю. Это может быть какая-то знакомая старая, да, ну какая-то приятельница, с которой иногда вы так джага-джага, да, то есть бубика разряжаете, понимаете? Но опять же вам не приносит это особого удовольствия. Хочется любви, хочется ласки, нежности, но с любимой женщиной, как я уже вам это и сказала. Итак, давайте-ка смотреть дальше. Тоже хочется гореть вас в постели. Мне прям самое интересно, кто же у нас выйдет. Вот это будет смех, если выйдет бывшая, да? Но я думаю, что ну, такого трэша нам не покажет. Но там чем черт не шутит. Мы сейчас посмотрим. Вы пока провалидольтесь, пока я буду карты доставать. Валерьяночку, карвалольчик, кто что любит. Ха. Ой, ребятушки, ой, я в шоке по колено. Ну, смотрите, это еще не основное, что я хочу сказать, но женщина, которая разбила вам сердце, она тоже не прочь с вами пороманить. Она тоже, возможно, она вспоминает ваши жаркие дни ночи, как вы были умелым любовником, что и как вы делали, потому что сейчас у нее такого нет. Хоть она там и прыгала по жезлам, развлекалась, кувыркалась, да, нам это не интересно, это все пофигу. Но, тем не менее, вот есть некая такая ностальгия за тем, что чудили вы с ней. Поэтому, ну это я так вскользь, да, поскольку мне это показала женщина, которая вам разбила сердце. И причем, я вам скажу, у вас, у кого-то, либо же она уже проявлялась с какими-то намеками, с какими-то поползновениями, может быть, даже с какой-то эротической заманухой такой. Либо же у кого-то проиграется, что еще в будущем появится, ну, с таким намерением, что вы будете с ней спать. Представляете? Это шоковый шок, конечно. Но это еще не та женщина. Это вскользь просто, да, вот, ну, она хочет проявиться, это да. Хочет, вернее, прыгнуть и согреть вашу постель, там, одноразово, у кого-то многоразово. Ну, чтобы знали, что бывшая вспоминает. Так, а кто же все-таки хочет согреть вам постель? Это женщина. Ох, какая она. Она дама с характером. Она в свое время была замужем. И у нее муж такого крутого нрава был. Могла, скорее всего, стать вдовой. Но, опять же, это не обязательно, потому что это общий расклад. Могли и разводы проиграться, ну, вернее, в будущем проиграются. Но мне больше показывает, что все-таки она могла стать вдовой, причем муж мог у нее погибнуть, потому что связан с формой, да, там, где горячо, он мог погибнуть там. Поэтому она осталась одна. У нее были проблемы и с финансами, у нее были проблемы с работой. Но поскольку она относится к сильному типажу женщин, она вырулила, она разгреблась со всеми проблемами, которые остались после мужа. И, в общем-то, она стала сильной, самодостаточной женщиной. По возрасту, вот вы, бывает, у меня спрашиваете, какой возраст. Но опять же, это общий расклад, но я могу приблизительно там, ну, 35, там, ну, 45. Это очень относительно. А вот возраст, время, второе, это очень-очень относительно, поэтому мы не привязываемся. То есть я всегда обычно говорю, ну, средний возраст плюс-минус, да, чтобы вы понимали. Женщина скорее светловолосая, ну, может быть, русая. Ну, то есть она не блондинка, вернее, не брюнетка, не шатенка. Длинные волосы, ну, либо же средней длины. Женщина, которая, в общем-то, имеет себе, ну, так, имеет нормальную самооценочку, знает себе цену, но это без понтов. Это просто уверенная в себе женщина. И это хорошо. Не подумайте, что она там звезда и звездой погоняет. Нет. Она хорошая хозяйка. Она
она могла бы быть, ну и была, в принципе, хорошей женой, из нее может стать хорошая мама. Она вот относится к категории домашних женщин, не гулящих, не тех, которые снимают там вечерочком на всю ночку. Эта женщина длительный период была без мужчины, ну, естественно, без кекса была. И знаете, вот сказать, что она не страдала, я ну, точно не могу, потому что она сама по себе женщина страстная, она женщина темпераментная. И вот эти вот периоды голодания такого сексуального, конечно же, приносили ей, вот как и многим из вас, некий такой, ну, дискомфорт, что ли, скажем. Но что бы я отметила, вот она, поскольку вот она такая женщина, ну, довольно серьезная в этом плане, да, она не будет бросаться на первого попавшегося, просто потому что у нее там где-то что-то зачесалось, да, вот надо вот, как говорят, еще слабая напередок, да, ну, грубо, некрасиво, ну, зато понятно. Но почему-то, знаете, я сейчас вот уточню. Мы сейчас дойдем до того, что будет с вами. Просто вот мне почему-то показывает карты пока вот предысторию, чтобы вы понимали, о ком идет речь. У кого-то может проиграться, что вы даже каким-то образом знакомы с этой женщиной. Может быть, вы общались с ней, может быть, кто-то даже дружил с семьей, да, вот с мужем ее. Может даже действительно, ну так, это были легкие отношения, это не прям так, что слишком тесно вы дружили с семьями, нет, но каким-то образом вы знали либо ее мужа, ну опять же, у кого как проиграется. Когда у нее не стало мужа, я уже вам прям как сказки рассказываю, чтобы было понятно, да? Когда у нее не стало мужа, она стала больше обращать внимание на вас, как на мужчину. Вы с ней пересекались. Причем сейчас еще я хочу уточнить. Да, вы ей в чем-то могли даже помогать. Может быть, она обращалась там, ну реально там помочь что-то, отремонтировать, может быть, подвести там, я не знаю, ну все что угодно. Чем-то вы могли помогать. Могли даже кто-то утешать какие-то моменты. Могли просто, ну, как бы так, иногда по-дружески, о том, о сём и ни о чем. Ну, то есть это не были такие прям совсем теплые отношения. Хотя и разговоры иногда были довольно такого, ну, не то чтобы интимного характера, она могла вам душу изливать вот в этом плане. Изливать душу по поводу там своей семьи, своего мужа, там, что у нее накипело, вот в этом плане. Чем больше она с вами общалась, тем больше она понимала, что вы ей нравитесь как мужчина. А поскольку, как я уже сказала, у нее давно не было кекса, плюс у вас его давненько не было, ну, вы как бы, знаете, вот вы как энергетически друг друга притягиваете. Причем у кого-то из вас могут даже появляться мысли порой, что ну вот почему, если вы сейчас понимаете, ребята, о ком идет речь. Вы можете даже для себя иногда вот понимать, почему мне эта женщина все чаще встречается, да, то есть могут как-то вот обстоятельства складываться, что либо вы чаще видитесь, либо она специально, может быть, будет вам чаще попадаться на глаза. Ну, то есть что-то такое будет между вами, какой-то романтик начинаться. Но эта женщина давненько вот хочет вас как мужчину. Я к чему веду? Ей хочется даже не замуж за вас. Вот вы ей нравитесь именно как мужчина. Что еще нам нужно знать об этой ситуации? Вот я вам скажу так. Несмотря на то, что вы оба страстные и темпераментные люди, когда вы начнете с ней общаться, а вы будете с ней постепенно, ну, как-то все чаще и чаще общаться. То ли она будет это провоцировать, то ли это так, ну, звезды будут складываться, да, вот Вселенная будет вам подкидывать ситуации, чтобы вы могли пообщаться с этой женщиной. Будете, знаете, в каких энергиях? Вот интересная такая информация мне пошла.
Я думаю, может быть, у кого-то из вас и были такие ощущения, когда вот ты рядом с женщиной, когда ты ее хочешь, у тебя уже там, я не знаю, бобик визжит, пищит, рвется с цепи, да, ты хочешь, понимаешь, эту женщину, уже там и мурашки, и бабочки в животе, и чего только нет. Но почему-то вот сдерживаешься, да, по какой-то причине. То ли какая-то стеснительность, то ли страх, какие-то внутренние ограничения. Ну, у каждого это по-своему. И у вас, причем поначалу будет это обоюдно. Вот интересно, да, вот вы будете хотеть оба друг друга, но будете сдерживаться. Вы можете сидеть там, я не знаю, в мокром поту. Вы можете сидеть оба там с учащенным пульсом, да, когда люди возбужденные, вы понимаете, что происходит. Но вы не будете торопить события и не будете прыгать в постель. Вот что интересно. Что же будет? Мне прям... Ух ты! Но когда вот оно как-то произойдет, у вас первая постель произойдет сама по себе. Это будет, ну, такая незапланированная акция. Это такой будет бомбический кекс, ребят. Ну, я не знаю, может быть, у вас, у кого и не было такого в жизни. Кто-то, может быть, подзабыл, как это бывает бурно, страстно. Много, ребят, много. Это будет не одна косточка, брошенная Бобику, нет. Здесь мне показано, ну, возможно, вы где-то, но опять же, я не буду привязываться к ситуации, потому что это общий расклад. Возможно, вы, ну, заночуете у нее, да, может быть, кто-то отель снимет, что, ну, какой-то период, может быть, вы там сутки, я не знаю, сначала несколько дней вместе проведете, потому что мне показывает вот именно очень много-много-много интима, причем подряд. Вы можете сейчас удивляться, писать мне там, что вот, мне много лет и так далее. Но опять же, я не говорю, что это 10 раз, нет. У каждого как бы критерии свои, у каждого возможности свои, но для вас, по крайней мере, для каждого из вас, покажется это много, либо же у вас давно просто не было такого количества подряд. Для кого-то, как говорится, Новый год чаще, чем кекс бывает, да? А для кого-то 2 раза это уже много, понимаете? Поэтому тут индивидуальный подход будет. Но смотрите, очень жаркий будет такой ваш секас. Очень такой, я не знаю, мне такой поток информации идет. Я пытаюсь это так деликатно сказать, потому что как бы, чтобы YouTube не расстраивать, чтобы там модераторы в обморок не падали и своих бобиков не держали на привязи. Но я вот пытаюсь подобрать слова, и почему-то я не могу. Знаете, и смех, и грех. С этой женщиной, в общем, так, в 2 словах скажу, вы, наверное, оторветесь ну, за много-много лет кто-то. Кто-то, может быть, ну, прям за всю жизнь, это, наверное, громко сказано будет. Но просто многие из вас реально не видали такого. Вот такие чудеса на виражах будут, что... Ну, просто, ну, я не знаю, как это даже описать. Вот по количеству мне показывает, знаете, какой-то, ну, это какой-то конвейер. Отдохнули и вперед в битву, отдохнули и в битву, да? В бой, вернее. Ну, с этой женщиной 100% можно будет воплощать свои фантазии. С этой женщиной можно спокойно говорить на такую тему. Понимаете? Это как раз вот будет ситуация, когда вы оба, я уже говорила об этом, будете сдерживаться поначалу, да, хотя вы будете пылать и гореть оба. А потом вот, ну, просто порвете друг друга, как тузик грелку. С этой женщиной вы сможете воплотить то, что вы раньше, может быть, со своими женами не могли, потому что, ну, есть женщины, вы знаете, что это я не буду, это фу-фу-фу, и вообще меня не трогать, и будешь это самое, не буди меня, да? Вы понимаете прекрасно, о чем я говорю, поэтому здесь вы оторветесь на полную. Эта женщина согреет вашу постель, она не только согреет, она разбудит ваших бобиков, у которых они вроде бы уже мертвым сном спали, но, как оказалось, это всего лишь был
летаргический сон. Как оказалось, это всего лишь такое маленькое затишье. Просто Бобику было скучно и не с кем было поиграть, правда? Поэтому, мои дорогие мальчишки, ну что я могу сказать? Тренируйте Бобиков, пейте валерьяночку, но только не сильно много, потому что, опять же, Бобик будет спать, а для мужской силы это не очень хорошо. Между прочим, успокоительно, если кто-то не знает. Для мужского здоровья много успокоительного не очень хорошо, потому что бобики тоже засыпают, если вы не в курсе. Точно так, как и некоторые хмельные напитки. Поэтому, мои дорогие, готовимся рваться в бой. Женщина не только согреет вашу постель, она такие чудеса вам покажет, о которых вы еще и не мечтали. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!